Ребята, те, кто подключился, видно ли вам презентацию, есть ли звук? Видно, слышно? Да? Отлично. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему инсульта. Завершая ее, поговорим о профилактике инсультов. Соответственно, если будет меньше заболевать, меньше будет и умирать. Поэтому если и не нужно будет вкладываться государству на создание сосудистых центров, реанимационных комплексов, вертолетами перевозить больных десятками. Конечно же, лучше не болеть. Поэтому, если поменять парадигму на профилактическую, то здоровье не только нации, но и долгожителей количество увеличится в нашей стране. Гипертрофия левого желудочка. Она увеличивает риски заболевания цереброваскулярными болезнями в 4 раза. Гипертрофия левого желудочка, конечно же, это гипертоническая болезнь. Для профилактики атеротромботических инсультов Европейская организация инсульта, European Stroke Organization, говорит, что пациентам должен быть назначен клопидогрель или комбинация двух препаратов аспирин и дипиридамол. В любом случае это класс 1, уровень A. То есть всем пациентам, которые должны получать антитромбоцитарную терапию, а это атеротромботические инсульты, они должны получать какой-то из данных препаратов, которые вы сейчас слышали. При выборе дозы ацетилсалициловой кислоты последние 15 лет шли дебаты, какая же доза лучшая, и в итоге была выбрана доза 100 мг в сутки. Различных форм ацетилсалициловой кислоты много, но считается, что тромбоаз, кишечно-растворимая форма, это красный график, имеет более пологий спад и закрывает пациента на более длительный период времени. Почему нельзя пациента профилактировать только одним аспирином? По поводу этого было крупное исследование Капри, которое было опубликовано в журнале Lancet в 1996 году, которое показало, что в группе клопидогреля на 26% меньше было инсультов, чем в группе пациентов аспирина. Ну и, собственно, после данного крупного исследования, это было исследование еще было опубликовано и в 1994 году в British Medical Journal, все европейское сообщество сказало, что пациенты должны получать или клопидогрель, или комбинацию аспирина с дипиридамолом. Практически единственной страной в мире, которая в стандартах написала, что пациенты должны получать аспирин, а не его комбинацию с дипиридамолом, это Соединенные Штаты Америки. Но у них в последнее время появляются в периодической литературе отдельные статьи, которые ставят под сомнение данную стандартизированную систему, потому что в большинстве стран мира развитых в стандартах сказано клопидогрель или комбинация аспирина с дипиридамолом. Пока американцы со своими стандартами держатся, у них пока аспирин, это этих пациентов, аспирин причем в Европе и в Америке, в России одинаковый, защищает американских пациентов меньше. Тоже исследование Капри сказало, что в группе клопидогреля не только снижается на 15% риск инсульта, но и фатальных инсультов становится меньше, и смертей становится тоже меньше. Если выбирать стратегию лекарственную, пациенту назначать клопидогрель или пациенту назначать комбинацию дипиридамола с аспирином, было исследование Профис, которое здесь цитируется, это 7-8 годы, в котором 10 тысяч населения было в каждой группе клопидогреля, группа комбинации, и показала, что частота повторных инсультов была примерно одинакова в обеих группах,
но серьезные геморрагические осложнения со стороны желудка встречались в группе аспирина и диперидомола, встречались 2 раза чаще. Поэтому, если есть перед нами пациент с гастроинтестинальными рисками, то есть с язвенной болезнью, например, то ему целесообразно назначать клопидогрель. В американских различных ассоциациях ранжируется по классу доказательности назначения различных антитромботических препаратов для профилактики инсультов, как первичная, так и вторичная профилактика. Первичная профилактика – это когда профилактируется первый инсульт, а вторичная – это когда инсульт произошел, и мы назначаем тот же аспирин или клопидогрель. Причем клопидогрель – это МНН, международное непатентованное название. В России он выпускается более 8 коммерческих названий. Клопидогрель выпускается. Так вот, класс доказательности 1А. Вот АСА – это American Stroke ассоциация инсульта, American Stroke Association, American Head сердце ассоциация. Говорит, что назначается аспирин. Больные должны принимать антитромбоцитарную терапию. Больные должны принимать аспирин или аспирин с диперидомолом, причем данные для России. Монотерапия клопидогрелем 75 мг. Комбинация аспирина с клопидогрелем не рекомендуется для больных, которые недавно у них произошел инсульт и так далее. Вы можете на следующем слайде видеть 2011 года других ассоциаций американских, где сказано, в том числе после ЧКВ, какие препараты назначаются, но здесь уже класс доказательности не 1А, а 2 и 3, B и C. В литературе не так давно были опубликованы исследования индийские, это New English Journal of Medicine, в котором говорилось, что пациентам с транзиторной ишемической атакой использовали двойную терапию, аспирин и клопидогрель, и рассматривали эффективность, показали, что в этой группе эффективно применение данной комбинации снижается частота повторных инсультов. Но дело в том, что такие исследования пока единичные, пока двойная антиагрегантная терапия при инсульте не применяется. Тем более была тех ученых, которые критиковали данную статью, которая была опубликована в 2013 году, среди этих ученых, конечно же, указывался тот факт, что бралась очень легкая группа пациентов, транзиторная ишемическая атака. Пациенты, которые имеют фибрилляцию предсердий неклапанную, этим пациентам показано назначение антикоагулянтов. Антикоагулянтов у нас в мире не так много, потому что фенилины и синкумары, они уже ушли в область придания ввиду риска кровотечения и особенностей в подборах дозы. Остался непрямой антикоагулянт варфарин и новые пероральные антикоагулянты – это апиксабан, ривароксабан и давиготран и этоксилат. 3 новых оральных. И, значит, старый варфарин, более дешевый. На каких же препаратах вести наших пациентов, которые имеют фибрилляцию предсердий? Дело в том, что в пользу варфарина можно сказать, что большая доказательная база для тромбов в артериях, в венах, не только церебральной локализации, но в том числе и в конечностях. Но они должны находиться, данные пациенты, чтобы варфарин работал и без осложнений, должны находиться в определенном целевом уровне свертываемости крови, которая считается при анализе, называется МНО, международное нормализованное отношение, смотрится коагуляция, которая достигается на разных дозах у разных пациентов. Так вот, по большому количеству исследований, которые вы видите на сайте, к сожалению, только 50% пациентов находятся в целевом МНО. Или не 50%, были другие исследования, которые показали, только 50% своей жизни на варфарине пациенты находятся в целевом. А в другом случае они уходят вверх и повышается кровоточивость, или вниз, когда
варфарин не действует, и, соответственно, пациент не защищен. Поэтому прошло время, и появились новые антикоагулянты, которые в том числе входят в стандарты в наши, в том числе и добегатрана и токсилат, который применяется у больных с фибрилляцией предсердий. Кроме препаратов, о которых мы с вами сказали, кроме лечения гипертонической болезни и коррегируемых факторов риска, о которых мы тоже с вами говорили, все, что указано здесь на рисунке, но, наверное, пожалуй, кроме малых доз алкоголя. Почему? Потому что алкоголь бывает разный. По поводу России хочу сказать, что Россия не самая пьющая страна в мире. На душу населения в развитых европейских странах приходится и больше, считая детей, и больше количество алкоголя, чем в России. Но дело в том, что некачественный алкоголь вызывает кардиомиопатии и сердечную смерть у молодого населения. Поэтому говорить о том, что доза алкоголя обязательна для продления жизни, конечно же, это глупость. Почему? Потому что, покупая алкоголь, вы не знаете, какой алкоголь покупает пациент, и это вполне может быть его суррогаты. А суррогаты, конечно, повреждают мозг и сердце и поджелудочную железу. В течение нескольких дней или месяца пациент может погибнуть. Поэтому малая доза алкоголя – это только для стран, где развит высокий контроль за данной продукцией. А все другие по поводу гиподинамии, отсутствия гамбургеров, физической зарядки, отсутствия курения, конечно же, все остаются рекомендации правильными. Что мы хотим достичь у пациента, когда мы хотим его реабилитировать? Мы хотим, чтобы у него улучшилась речь, лучше стали двигаться конечности, чтобы он лучше стал чувствовать свою роль и цель вообще нахождения в обществе, чтобы у него не было тревоги и депрессии, чтобы у него не было контрактуры, спастики и не возникало повторных инсультов. Если пациент тяжелый, лежачий, с низким реабилитационным потенциалом, то такие граждане реабилитируются на дому. В том случае, если человек полностью восстановился, транзиторная ишемическая атака, то ему, собственно, не требуется реабилитация. Все пациенты посередине, у которых частичное нарушение функции, шкала Ренкина есть по ней, или шкала дефицита реабилитационного ШРМ, определяются в стационары по реабилитации. И пациентами можно заниматься весь реабилитационный период, все восстановительное время, то есть до 2 лет, и достигать определенных результатов. Здесь вы видите отделение неврологии в первой горбольнице, в том числе палата интенсивной терапии, где мы лечим наших пациентов в настоящее время, пока временно наше отделение обслуживает практически 500 000 человек в Новгородской области. Вот так лежат у нас пациенты в палате интенсивной терапии. И мы, собственно, все, что я вам прочитал, мы все используем на практике. Сейчас, пожалуйста, не отключайтесь. Я включаю следующую лекцию по хроническим заболеваниям головного мозга. Я включил новую презентацию, которая называется «Дисциркуляторная энцефалопатия. Патогенез. Клиника лечения». Презентация у всех появилась на экране? У меня чат отключен, скажите, пожалуйста. Все видят презентацию? Да, все видим. Спасибо большое. Давайте начинаем. Мозг стареет, уменьшается количество клеток, уменьшается количество коннекторов, то есть синапсов, уменьшается количество проводников, то есть белого вещества, возникает недостаток химических передатчиков импульсов, то есть нейротрансмиттерная недостаточность. Мы видим это в клинической картине в виде
оживление рефлексов, появление рефлексов орального автоматизма, гипомимия, гипокинезия, то, что мы говорили с вами про паркинсонизм, повышение мышечного тонуса по пластическому типу, согбенная поза, укорочение шага, уменьшение когнитивных способностей. Академик Владимир Михайлович Бехтерев сказал, что великое счастье умереть, не растеряв на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Это он говорил в конце XIX века. В конце XIX века он писал, что остальные к старости, увы, превратятся в злых или наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных внуков и взрослых детей. 80% это значительно больше, чем число тех, кому по бездушной статистике суждено заболеть раком, болезнью Паркинсона или слечь в старости от хрупкости костей. Для того, чтобы войти в будущем в счастливые 20%, постараться придется уже сейчас, писал Владимир Михайлович в XIX веке, более 100 лет назад. Тогда продолжительность жизни была у основной группы населения меньше, но все равно деменции оказывались на 80% населения, то, что считал великий ученый, который разделил, собственно, неврологию и психиатрию. Среди литераторов вы знаете, что есть и врачи, и медсестры. Вот она же Энн Ландерс, она и литератор, она же и медсестра. Она писала, причем прошла довольно долго, каждый 4-й человек 80 лет страдает умственными расстройствами. Подумайте о 3 своих ближних друзьях. Если они вне подозрений, значит 4-й это ты. Но, естественно, она писала это не в юном возрасте, не в 20-летнем, она была постарше. Но это, в общем, довольно жестокая статистика. Если я читаю эту лекцию в зале, где есть люди старше 60 лет, то вот эта фраза интересная нашего коллеги из Америки, она заставляет задуматься. Существует такая гипотеза когнитивного резерва. Дело в том, что вот сейчас нашло время в 17:05, 10 сентября, послушать лекцию 22 человека. На курсе вас гораздо больше, но решили создать синапсы в своем мозге только 22 человека или меньше, кто слушает. Может, у кого-то просто включен телефон. Так вот, у тех, кто слушает данную лекцию и, несмотря на сон и голод и нежелание запоминать, пытается что-то понять, новую информацию, записать ее в голову, образовать новые синапсы, новые коннекции и увеличить объем своей памяти, вот те из вас создают вот в эти секунды, то, что мы сейчас с вами занимаемся, создают свой когнитивный резерв. Он вам понадобится, когда вы станете значительно старше, потому что с годами исчезает мозг, исчезает и память. И чем у вас выше интеллект и выше развита память, тем менее заметно будет ее исчезновение, дефицит. Давайте я вам очень грубо скажу, что профессор после инсульта станет доцентом. Доцент после инсульта станет обычным человеком. То есть человек с высокоразвитым интеллектом, с возрастом, шанс, что у него пострадает интеллект, очень маленький. Поэтому, естественно, надо развивать свой мозг, заставляя его трудиться каждый день. Вы меня спросите, стоит ли вообще что-то делать, если на МРТ обнаружено признаки атрофии коры, гидроцефалия наружная, с атрофией лобных долей. Стоит ли вообще данному человеку заниматься когнитивными какими-то нагрузками или все уже потеряно? Дело в том, что этим вопросом задался Джо Вергес. Он 20 лет наблюдал 2 группы пациентов. Это было в Бронксе. Он наблюдал 2 группы. Грубо говоря, одна группа американцев ела гамбургеры и не занималась спортом, гиподинамичная была. Вторая группа ела гамбургеры, то есть вредную пищу, да, стандартный фастфуд,
и занималась танцами. То есть никаких шахмат, никаких написаний диссертаций, ни изучения китайского языка, всего лишь навсего танцы. И вот в группе танцев оказалось, что количество пациентов со слабоумием было гораздо меньше. Последователи Джо Вергеса пошли дальше. То есть вот те 500 человек, за которыми он наблюдал 20 лет, они когда-то, естественно, умерли. И по, может быть, другой причине, нежели головной мозг. И на секции было определено, есть ли морфологические признаки болезни Альцгеймера. Так вот, удивительные были результаты данного исследования, что даже если были признаки болезни Альцгеймера, то в группе танцев это не проявлялось никак или проявлялось очень мало. А в той группе, которая значит, не занималась подвижными играми, танцами, то в этой группе интеллект снижался быстрее. Это говорит о том, что фенотипически мы можем изменить болезнь. И генный какой-то дефект или предрасположенность не обязательно будет проявляться. Или он может проявиться, например, через 15 лет. А это же важно, появится болезнь Альцгеймера в 60 или в 80 лет. Это 20 лет жизни. Поэтому, если вести правильный образ жизни, то даже если генетически есть предрасположенность, то можно заболеть гораздо позже или в более легкой форме, или не заболеть вообще. Это исследование Бронкса, оно вполне уникально даже, потому что мы понимаем, что эта проявленность фенотипическая генетического дефекта может быть разная. Итак, дисциркуляторная энцефалопатия. Мы говорили с вами инсульт. Это дырка в голове, гематома или инфаркт мозга. А дисциркуляторная – это наоборот, энцефалопатия, патия мозга, патология мозга – это многоочаговое или диффузное поражение, или нет одного очага. А все очаги не совпадают, их много очень мелких. Мы можем их увидеть на нейровизуализации, то есть КТ или МРТ, можем не увидеть, увидеть только клинически. Энцефалопатия может быть разного генеза. Она может быть дисциркуляторная или сосудистая, гипертоническая, атеросклеротическая или различного токсического генеза. На МРТ можно тоже, или на КТ можно увидеть тоже стадии. Вот в первой стадии мы практически не видим никаких изменений. Может быть маленький лакунарный инфаркт, который я изобразил на картинке для пациента с первой стадией. Первая стадия дисциркуляторной энцефалопатии, она очень похожа на невроз. Ее очень тяжело отдифференцировать, потому что объективно ничего не появляется. Во второй стадии это, например, уже крупноочаговый инфаркт мозга или гематома внутримозговая, которая была у пациента, или диффузное повреждение мозга, и появляется уже очаговая симптоматика. Пациент с дисциркуляторной энцефалопатией третьей стадии, вы видите, имеет атрофию, белый это ликвор, имеет атрофию как наружных долей мозга, так и гидроцефалию внутри. То есть получается и наружная, и внутренняя гидроцефалия с атрофиями всех долей мозга. Ну и клинически это проявляется обилием симптомов, конечно же, снижением памяти и интеллекта. И такой пациент довольно быстро теряет возможность сам себя обслуживать и нуждается уже в постоянном постороннем уходе. Термин энцефалопатия дисциркуляторная – это русский термин. Иностранный термин – это mild cognitive disorders, умеренные когнитивные нарушения. В чем отличие от деменции, умеренных когнитивных, УКН? Это те нарушения памяти, которые подтвердил и сам пациент, и его окружающие, но пациент сам себя обслуживает, он может обеспечить свои физиологические отправления, может сам покушать, себя даже накормить, то есть не влияет на повседневную деятельность. Сколько пациентов с умеренным когнитивным? В Канаде было проспективное сплошное исследование 17%, в Италии было 11%, и просто методом сложения данных регионов я поставил 12%, но это не сплошное исследование, сплошное было в мире только 2
2 опубликованных исследования по Канаде и по Италии. Другие страны таких исследований не проводили, в России тоже не было. Это просто суммация данных регионов, распространенность умеренных когнитивных нарушений. Сначала легкие – это нормальное старение, умеренные когнитивные. В России более 18 миллионов пациентов имеют умеренные когнитивные нарушения, как пишет классик нашей неврологии Николай Николаевич Яхно. Собственно, вот из этих 18 миллионов из его слайдов, собственно, я и подсчитал, откуда в России 12%, а далее развивается деменция. Дело в том, что если у пациента диагностированы умеренные когнитивные нарушения, то через 5 лет, если мы возьмем 10 человек, то 7 человек уже будут из 10 с деменцией через 5 лет. Только 3 пациента останутся здоровыми или улучшатся, если диагностировали умеренные когнитивные. Поэтому, если умеренные когнитивные нарушения поставлены, то через 5 лет ждать не надо, потому что 7 из 10 станут дементными. Вот. Чем плоха деменция? А дело в том, что, как вот показано на этом графике, в течение 9 лет человек от постановки диагноза и только когнитивных нарушений, он теряет полностью возможность сам себя обслуживать, и через 9 лет он абсолютно зависит от ухода. Получается, от диагноза УКН до абсолютной зависимости 15 лет, если не лечить вовремя и не коррегировать факторы риска. Нейровизуализация растет, количество развитых стран становится больше, население заботится о здоровье, соответственно, возрастает диагностика, обращаемость к невропатологу и психиатру. Если в 2008 году 30 миллионов пациентов с деменцией в мире, в 30-му уже удвоение и еще раз удвоение к 50-му году. То есть пациентов будет много. Но почему? Люди начинают жить дольше, а деменция – это заболевание уже старше 80-90 лет. Чем более старая популяция людей, тем больше и деменция. Поэтому врачам, которые занимаются лечением деменции, конечно же, количество пациентов становится все больше. Что же приводит к умеренным когнитивным нарушениям? Все те же факторы риска, которые мы с вами говорили, об инсульте справа находятся, коррегируемые особенно, они, конечно же, приводят к заболеванию сосудов и риску деменции. Определиться перед нами, кто же пациент, это сосудистый пациент или у него какая-то другая причина деменции, не обязательно же это сосудистая, да? Для этого можно воспользоваться вот таким инструментом, как ишемической шкалой Хачинского. Владимир Хачинский – это главный редактор журнала «Строуки». Некоторые заболевания вызывают псевдодеменцию, которую можно обратить, если их пролечить. Ну, например, нейросифилис. К нам поступает пациент с дементными расстройствами, мы обнаруживаем у него сифилис, его пролечивают дерматовенерологи, через 12-14 дней данный пациент становится умнее. Просто-навсего лечение вторичного Льюиса. Точно так же это гематома, это гипотиреоз, это гипопаратиреоз, это гидроцефалия, это витаминная недостаточность. Все эти варианты могут быть. Очень интересное исследование калифорнийское Катрины Ренкин, которое показало, что дементные пациенты это идеальные покупатели, потому что они не отличают правду и ложь, и этим пациентам, в том числе первичные продажи, можно по звонку телефонному продать какой-нибудь животворящий растительный аспирин за 700 рублей, хотя просто аспирин стоит в аптеке буквально 10 или 20 рублей. Они не могут отличить правду и ложь. Можно продать распродажу пылесоса за 50 тысяч. Приходят, вы знаете, есть такие обманщики, которые ходят по подъездам и продают какие-то вещи, или звонят из банка, тоже, в общем, не различить ложь. Попадаются в основном пациенты с деменцией.
Это вот исследование было крайне интересное. Поэтому если у вас есть такие родственники, которые попадаются часто на такую вот провокацию, на такое мошенничество, их надо протестировать. Если они уже старше 60 лет, нам нужно протестировать на интеллект. Почему? Потому что могут быть находки. По поводу МРТ. Такая клиническая картина, болезнь малых сосудов, может говорить о развитии когнитивных расстройств. Может быть, нет. Мы помним о том, что вот исследование Профис нам говорило, что нужно принимать антиагрегантную терапию. Кроме того, что мы должны пациента диагностировать, безусловно, мы должны назначить ему терапию на амбулаторном приеме. И у нас есть такая в помощь краткая шкала рисования часов. Это одна из подшкал международного теста Mini Mental State Examination, который проводится у дементных пациентов. В том случае, если человек нарисовал без 15,2 правильно, то этот коротенький тест говорит, что у него нельзя заподозрить деменцию. Если человек затрудняется с нарисованием циферблата часов, изображающего без 15,2, то значит, уже шанс, что у данного пациента есть когнитивное расстройство, необходимо провести более детальные исследования. Здесь на этой картиночке я привожу вам рисунки собственных пациентов, которые приходили ко мне на консультацию. Вот как они рисовали циферблат данных часов. Еще есть Sitting Rising тест. Можно предложить пациенту сесть без рук, и в зависимости от того, как пациент сядет, встанет, можно тоже предположить, сколько долго он проживет. Sitting Rising тест. Пирамида физической активности, которая была опубликована Всемирной организацией здравоохранения, говорит, что просматривать телевизор, играть в компьютерные игры надо минимум, а в основном это прогулки каждый день, это активный спорт 3-5 раз в неделю по 20-30 минут и повышенные нагрузки 2-3 раза в неделю. А вообще нужно совершить за день 28 тысяч двигательных локомоций. Ну, конечно, 28 тысяч жимов глазами не получится, но нужно к этому стремиться, чтобы были разнообразные движения. Кроме медикаментозной терапии, кроме лечения соматических заболеваний, вот про гипотиреоз я вам говорил, нужно еще, кроме сосудистых терапий, мы должны еще нормализовать сон пациента. Почему? Потому что в 2012 году в Рочестере было исследование, которое открыло так называемую лимфатическую систему, которая является функциональной, которая работает только в медленную фазу сна и очищает наш мозг от продуктов жизнедеятельности. Если человек мало спит, эта фаза нарушена или ее недостаточное количество, то есть сон меньше 8 часов в сутки, мозг не очищается, и риск заболеть той же болезнью Альцгеймера сразу же возрастает. При наличии сахарного диабета тоже увеличивается риск заболевания дементными расстройствами. Главный невролог города Москва Анатолий Иванович Федин говорит, что для лечения различных когнитивных расстройств можно использовать практически все механизмы, которые приводят к его расстройству, и, соответственно, вот каждой клеточке этой шахматной доски могут назначаться большое количество препаратов. Вы здесь видите предложенные Ворониной классификацию ноотропных препаратов. И можно исследовать большое количество, ну, конечно, по показаниям. Одним из главных препаратов для лечения деменции остается, конечно, мемантинол и его дженерики. Пациенты не всегда слушаются врача. Почему? Или это дорого, или они не поняли, или они скрывают болезнь, или игнорируют проблему. Поэтому врачу необходимо все вот эти пункты рассмотреть, чтобы пациент принимал данные препараты. Псевдодеменция может вызываться в том случае, если пожилому человеку назначено вещества, которые нарушают функцию мозга, не рекомендованы геронтологами, которые вы видите на своих экранах. И если назначать данный препарат, в том числе, например, цефалоспорин и дигиталис, то можно ожидать, что данный пациент пожалуется на какое-то нарушение
функций головного мозга, ну, например, астении или головокружения. Не только пневмония, но и применение самого антибиотика церебростению, конечно же, может вызвать. Геронтологи не рекомендуют категорически после 65 лет назначать данные препараты, которые вы видите на слайде, в том числе и нейролептики, которые категорически противопоказаны больному с паркинсонизмом, которые могут обездвижить полностью данного пациента. Спасибо, мы встретимся с вами на последние 3 лекции в субботу 12 сентября в 9 утра. У нас будет 3 группы по 40 минут. Если у вас вопросы, вы можете мне их задать очно или в чат. 40 минут закончились. Если есть вопросы, пожалуйста. Вопросов нету. До свидания. До свидания. До Спасибо свидания. за лекцию. До свидания, пожалуйста.